Производим ремонт теплообменников хлебопекарной печи Мива. Значит, что тут произошло? Из-за неправильной эксплуатации пекарями, то бишь не выключали вентилятор обдува при остановке, порвало сзади теплообменник. Порвало очень серьезно. Будем менять заднюю стенку, полностью вырезать. Сейчас я вам покажу, как мы это делаем. Ну и вообще этапы работы. Сняли горелку. Разбираем печь после кулибиных местных криворуких, которые собрали неправильно, даже утепление не поставили. Вареный был, да? Да. Тоже варили. Варили. Металл, которым мы будем менять родную стенку. Металл мы берем с кремом от производителя. Варить будем аргоном. Потому что только аргон. Изначально кто-то делал там им ремонт, но мы знаем кто, не будем говорить. Поварили обыкновенной проволокой, подмененной. Оно все, естественно, полопалось. Производим замену задней части сейчас теплообменника. Вырезали старую сгоревшую. Сейчас будем отрезать. Поварили аргоном. Новый творог сварили для чистки золы. Туалетной горелки, будем вставлять его. Также мы установили дымосос принудительной тяги.
которые поставили на улице, для того, чтобы печь нормально работала, ротационная. Надо обязательно ставить дымосос. Тут мы приняли решение и поставили дымосос на улице. Вообще мы ставим помещение, но там тут не получалось поставить его в помещение, поэтому вынесли на улицу. В данный момент я вам сейчас продемонстрирую, как поставили дымосос. На одной печи мы поставили внутри, а на второй печи, которую сейчас реставрируем, мы поставили на улицу, вынесли ее. Дело в том, что мы рекомендуем обязательно для ротационных печей либо пекарни ставить дымососы принудительной тяги, если они работают на пеллетной горелке. Просто наша пеллетная горелка, в ней программа, к ней можно подсоединять дымососы. Вот. Она ими тоже может регулировать. Динамика набора температуры становится лучше, и еще массу мы там убираем проблем с помощью дымососа. Поэтому дымосос обязательно должен присутствовать при установке пеллетной горелки либо пекарной печи ротационной. Да, давай. Сейчас производим утепление печи. Купили новый утеплитель, потому что тот уже осыпался. Вставляем, утепляем стенки. Старый боковой, что остался, утеплитель еще немецкий, будем использовать наверху. Там особо качественно надо утеплить, потому что зона нагрева вверху, теплообменники верхним самые большие. Поэтому мы, делая стекловату еще немецкого производства, пустим наверх. Вот, а новую на бока ставим. Мы купили утеплитель с эпицентра 560-580 градусов пишут на утеплителе, поэтому на бока он пойдет. Закончили теплообменник. Сейчас будем утеплять заднюю часть. Закончили ремонт теплообменника. Сейчас разжигаем пеллетную горелку, будем нагревать печь. Вот мы наблюдаем, внутри теплообменника горит пеллетная горелка. Факел. Такой. Да, бойничек типичный. Покрывает хорошо, хорошо. Перекрыть. Хорошо. Теплообменник отреставрировали. Должно быть все по фэншуй. Закрываем. Набор температуры пошел. Работу по ремонту теплообменника закончили. Печи. В принципе, все. Печь температуру набирает, дыма нету. Теплообменник работает уже 3-й час. То бишь температуру дает, проблем нет.